Всем привет! Сегодня у меня на видео врезной электронный биометрический замок Kaadas K9. Приходит в вот такой упаковке и начинаю его распаковывать. В этом видео я вам покажу распаковку, что находится в комплекте, и краткое знакомство с замком визуальное. Замок многофункциональный, очень много у него настроек, функций, и все это нужно будет разбирать уже потом по его подключению. В комплекте идет предупреждения различные. Здесь даже конверт такой идет, наверное, с каким-то гарантийным письмом. Шаблон идет для установки. Позиционируется замок как универсальный на все типы дверей. Левое, правое открытие, внутрь и наружу. То есть все варианты. Шаблон вот есть, установки. И, в общем-то, можно самому это все сделать. Дрель потребуется. Шаблон есть, все разметить можно и установить. Инструкция также есть именно по этому замку. Хоть и не русифицированная, но я думаю, можно разобраться. Тут же все моменты подключения, сборки замка. Все есть. Элементы, различные планки, накладки. Все здесь есть. Крепежные элементы. Все в комплекте. То есть получаете вы замок. И все, в общем-то, здесь есть до мелочей. Даже вот метизы. Прописано какие, сколько, куда. Втулки. Интересует в данный момент сам замок. В комплекте идет врезная часть. Все обтянуто целлофаном, запечатано, как видите. Трехридельная, тяжелая такая врезная часть. То есть говорит о том, что реальный металл используется. Ну и что это все, по идее, должно быть надежное. 3 ригеля 12-миллиметровых. 2 скошенные защелки и 1 защелка, отвечающая подающая команду на замок, на его закрытие. То есть она таким индикатором служит, что дверь закрылась и замок может автоматически закрыться. Есть различные варианты: закрытие автоматическое, закрытие ручное. То есть очень много моментов. Такая вот врезная часть, тяжелая. И идет разъем для подключения на сами ручки самого замка. Механические ключи есть. Говорит о том, что можно в крайнем случае использовать механические ключи. Дальше достану. Можно механическим способом открыть в случае, если сели батарейки или аккумуляторы на замке. RF-метки, RFI, карты такие. Можно дополнительно заказать и прошивать их. Прошивается все администратором. То есть вы администратор будете, будет у вас мастер-код доступа. Заходите и прошиваете. Удаляете карты, добавляете, прошиваете новые, как захотите. Салфетка для протирки панели замка. Ну и самое интересное, наверное, вот тоже такие тяжеленные просто ручки. Опять же, это хорошо, потому что используется металл. Так, это у нас наружная часть, которая будет с улицы, с подъезда, с наружной стороны помещения. Прорезиненная ручка такая мощная, сенсор открытия пальца и панель, которая активируется, и на ней появляются цифры. Можно вводить код, проведя рукой по панели, она активируется, когда звонок будет подключен. Считыватель для карт также находится здесь. Как видите, все классно выглядит снаружи, очень таки презентабельно. И внутренняя часть интересная также. Тут полностью черный вариант. Здесь имеется вот такая ручка, которая может менять направление открытия и закрытия замка. Переставляем здесь винт. Это я уже так смотрел некоторые моменты по этому поводу. В зависимости, на какую дверь устанавливаем. Наружное или внутреннее открытие. Или толкать ручку будет замок открываться, или тянуть на себя. То есть моментов здесь 2. Механическая защелка, которая фиксирует именно ручку от открытия. Например, дети у вас, защита такая от детей. Зафиксировали, и замок не открывается. И кнопка Close, полная блокировка замка происходит, например, на ночь. Close нажали, и у вас не будет доступа снаружи. Даже тех людей, которые имеют доступ, которые знают код, которые имеют
карту, у которых прописан отпечаток пальца. Можно полную блокировку замка делать. Механическая часть, опять же, все металл. Эта крышка снимается. Здесь у нас батарейный отсек идет. Есть возможность докупить, это опционально. В моем случае нету, Bluetooth модуль. И потом можно замком управлять с приложения. По Bluetooth на расстоянии 10 метров от замка. Смотреть информацию по питанию на батарейках. Различные настройки также делать можно с приложения. Но это когда у вас будет установлен именно сюда Bluetooth модуль. И также здесь есть переключатель А и М. Автоматика работы замка, закрытия и механика. Можно переключать. Эти все моменты потом учитываются при настройках. Здесь резиновая прокладка. Ну, с виду все качественно. Добротно так все выглядит. Тут, наверное, да. Для механического ключа имеется личинка для открытия замка. Это на наружной ручке. И также микро-USB разъем. В случае чего, если вдруг сели батарейки, можете подключить сюда Powerbank снаружи. Ну и запитать замок и открыть его обычным способом. В случае, конечно, если нету, ну, я думаю, что найти Powerbank сейчас не проблема будет, то тогда можно открывать, разблокировать замок механическими ключами. Два ключа здесь идет в комплекте и такая вот личинка. По вашим просьбам создал группу чат в Телеграме для общения и помощи по теме видеонаблюдения. Переходите, присоединяйтесь. Рекомендации по установке по дверям. Толщина двери от 30 до 120 мм. Замок имеет большую внутреннюю память, может запоминать до 100 RF-карт и 100 отпечатков пальцев. Также можно запрограммировать до 10 6-12-значных цифровых паролей. Различные способы разблокировки замка. Стандартный с единоразовой верификацией. Есть даже безопасный, который предполагает двойную верификацию. Для того, чтобы разблокировать замок в безопасном режиме, придется применить два из способов, применяемых к замку. То есть код плюс RF-карта, RF-карта плюс отпечаток пальца плюс код. Все это можно использовать вот в безопасном режиме. Есть также режим безопасности при вводе цифрового пароля, который высвечивается на вот этой вот панели, проведя рукой. Цифровой пароль вы можете вводить, но для ввода в заблуждение посторонних лиц, например, которые присутствуют при вводе пароля, вы можете ввести еще какие-то перед вашим паролем цифры или после вашего пароля цифры. Замок распознает ваш пароль, который будет именно введен между вот этими цифрами для безопасности. Также есть блокировка от неудачных попыток ввода. 10 неудачных попыток ввода пароля или же отпечатка пальца, различные моменты. Замок заблокируется на 5 минут. Для разблокировки можно использовать другой способ верификации, который именно будет действующим, который подойдет для замка, будет правильным. Также имеется антивандальная звуковая сигнализация. Снаружи, если вдруг ломают замок или что-то с ним происходит, изнутри вам будет звучать 80-децибельная сигнализация, звуковая сигнализация, которая будет подаваться в помещение, и вы обязательно услышите. Если у вас подключены системы удаленного управлением замком, то на смартфоны будут приходить пользователям, которые пользуются и доступны к этому замку, будут приходить тревожные уведомления. Также есть вариант посылания тревоги. Например, стоите вы возле замка, снаружи открываете дверь, и кто-то вас принуждает это делать. Вы можете послать тревогу пользователям, которые будут находиться или же внутри помещения, или же даже удаленно, если замок имеет удаленный доступ. Очень удобный, современный и многофункциональный замок. Видео следующее по его сборке я уже сделаю, когда соберу, покажу вам, как это делается, и будем уже конкретно вникать в его настройки, как он работает, посмотрим. Также первый раз я это все увижу и буду с вами делиться и показывать. На сегодня все. Всем удачи. Подписывайтесь на канал, Инстаграм. Фото уже замка в Инстаграме. Вы знаете, что будете знать, что уже скоро будет видео. Всем удачи и до следующих видео.